Счастье! Всем львам счастье! Август месяц. Для вас это очень значимый месяц. Почему? Потому что солнышко уже в конце июля на весь месяц до 23 числа, до 23 августа будет находиться в вашем знаке. То есть начались ваши дни рождения. Это у всех каждый месяц дни рождения. Но мы исчисляем день рождения по Солнцу. Но только ваше Солнце, управитель ваш, настолько ярко всегда создает этот день, этот месяц, потому что само Солнце здесь играет важную роль. Оно управитель вашего знака. То есть Солнце в первом доме. Мой управитель моего знака находится у меня дома, в первом доме. Это только у львов так бывает. Только ваш управитель бывает у вас дома в первом секторе. По другим знакам, да, идет Солнце и тоже в первый сектор, но это и не их управитель. Поэтому для вас это очень-очень сильный месяц всегда. Ваш управитель становится в фаворите. Он самый важный и самый главный. И, конечно же, всегда Солнце отвечает на вопрос: кто я? Покажи себя, докажи себя, представь себе, что ты из себя представляешь. А тем более, когда оно появляется в первом секторе. Конечно, для вас месяц этот очень сильный, очень значимый. Это очень большая концентрация, большое внимание на самом себе. Прям хочется себе сделать, и вы сделаете определенные перемены в своей внешности. Кто-то захочет подстричься, кто-то захочет в какой-то другой цвет покраситься, кто-то захочет яркие какие-то вещи, гардероб поменять. Яркости хочется. Здесь и так очень много яркого, но вот оно притягивает к себе эту яркость. Кто-то захочет красный цвет, желтый цвет в своем гардеробе добавить, кто-то захочет оранжевый цвет добавить, кто-то захочет больше золотых изделий. Именно из-за цвета он вас греет, этот цвет. Вы любите очень крупные украшения, золотые украшения. Вы любите все, что связано с тем, что выражает солнце, цвета солнца. Ну что, про солнце мы сказали. И теперь нам будем смотреть следующие показатели, которые тоже будут у вас находиться в первом секторе. К вам перейдет Меркурий. И с 1 по 12 августа Меркурий будет находиться тоже в первом секторе. Что такое для вас Меркурий? Это такое же Солнце. Это то, как вы себя представляете, это то, как вы себя выражаете. И вот эти два сильнейших, мощных светила и планета у вас находятся в первом секторе. Конечно, вы себя будете показывать. Конечно, в этот период прекрасно себя презентовать. Любые начинания можно делать. Любые планы свои можете осуществлять, проекты свои запускать. Кто хочет сделать какую-то платформу на YouTube, выпускайте товар свой, продукцию свою запускайте. Интервью куда-то проходите, устраивайтесь на работу, предлагайте свои, кто-то может быть лекции, кто-то свою продукцию, кто-то свои какие-то схемы, планы, чертежи, дизайнерские предложения. То есть абсолютно себя смело можете показывать. У вас и Меркурий будет находиться тоже в первом секторе. Это очень сильное положение Меркурия. Обожает Меркурий находиться во Льве. Здесь есть место, здесь есть сцена, здесь есть выступить. То есть выразить абсолютно все свои мысли. Меркурий – это наши мысли, то, как мы мыслим. Поэтому, конечно, для вас месяц этот будет очень сильный, яркий, запоминающийся. Именно вот как будто бы ваш год стартует от этого. Действительно, как
как только Солнце заходит к вам, начинаются ваши дни рождения. У вас старт, ну вот как будто Новый год это у вас начинается. Действительно, он на вас очень сильно работает, ваш день рождения. Это прям вот опять как будто бы все что-то сначала, особенно то, что вы новое затеваете, что вы новое планируете. Это прекрасно, новое, если хотите вступить в диету делать, прекрасно у вас получится. Это устроиться куда-то на работу, пройти интервью, прекрасно получится. Если вы куда-то на визу подавали, идите, проходите тоже. Экзамены какие-то сдавайте. Чудесно, замечательно получается. Лекции у вас вы чудесные преподаватели. Вы преподаватели от Бога. Вы рожденные преподаватели. Вы рождены для сцены, для публики. Ну, это ваше нутро. Солнце, родиться под солнцем. Конечно, ты должен светить. Всегда и везде ты должен светить. А ваше солнце, которое светит, озаряет, показывает путь. Поэтому вам, конечно, всегда хочется блистать где-то, блистать, показывать себя. И этот месяц вот вы будете блистать, вы себя будете чувствовать, просто нести себя будете, свою жизнь прям вот нести будете себя. Тем более еще смотрите, дальше будем смотреть, давайте дальше будем смотреть, где Венера. То, что Венера и Марс находились у вас в первом секторе, сейчас Венера переходит во второй сектор. Финансы, партнерство. Всегда с финансами хорошо у львов. Всегда. Вы знаете, как заработать, вы знаете, где заработать, вы знаете, как заработать. А тут еще и плюс ко всему Венера. Венера материальна. И Венера у вас находилась всегда, когда Венера находится, она у вас находилась в первом доме. Она у вас была с короной. Прекрасно себя чувствовала. Очень хорошо в Венере была во Льве. А тем более, когда уходит во второй дом, всегда даст какие-то бонусы, какие-то вознаграждения, какие-то подарки, премии. Вполне может быть, что вы будете получать какие-то бонусы, будете получать доплаты, кто-то по студенчеству что-то недополучил, кто-то, если вас как-то неправильно уволили, вы делали запрос, вы подавали куда-то на рассмотрение этого вопроса, вы получите тоже положительный ответ. То есть Венера здесь на вас очень хорошо отработает, еще и плюс ко всему материально и партнерство. Много возможностей для того, чтобы встретить, развивать отношения, встретить своего человека. И эта встреча будет очень такая основательная. Эта встреча будет и романтики в ней будет очень много, но и она будет очень устойчивая. Смотрим дальше. Смотрим, что сделает Марс. Марс у вас так и находится. Опять смотрите, какая поддержка Марса. Марс находится у вас, весь месяц будет у вас. И находиться будет он во втором секторе. Будет находиться во втором секторе у вас. И это тоже поддержка материальная. Энергии для этого хватит. Операции хорошо делать, любые операции, которые у вас, например, связаны с косметические какие-то операции, легкие такие операции, с зубами, все, что связано, очень хорошо. Марс силу дает, поддержку дает. И в то же время очень удачные получатся эти операции. И материально вполне может быть вам предложат такой легкий вариант по оплате, но чтобы вы презентовали эту компанию. Вот мы на вас покажем, мы на вас что-то сделаем, и может быть, вы презентуете эту нашу компанию, вот за полцены вам сделают какую-то операцию. Тоже такое может быть. Потому что поддержка идет очень материальная, сильная материальная поддержка. Энергии будет достаточно у вас, горы сможете перевернуть. И это вот у вас уже второй месяц будет вот такой, но август будет очень сильный месяц. Смотрим, что еще. Дальше смотрим, что. Новолуние. Новолуние. Где будет? Конечно, во Льве. Конечно, во Льве новолуние. Конечно, в первом секторе. Посмотрите. Первый, второй сектор, насколько у вас сильно выражается в августе месяце. Итак, новолуние будет в первом секторе. Новолуние, строим планы. А планы любить
львы всегда строят, и планов у вас всегда много. И эти планы не просто написаны, эти планы вы вычеркиваете или птичку ставите. Это я сделал, это я сделала, это сделала, это сделано, а это мне еще перенесется на этот месяц, то, что ты не доделал. И вот эти вот планы, которые у вас всегда есть. Нету льва, который без плана ничего не делает, ему не интересно, он ничем не занят. Ну, такого просто быть не может, чтобы лев какой-то находился в тени. Есть планы, есть амбиции. И эти планы на это новолуние, находясь в первом секторе, конечно, ты строишь. Строишь, как, конечно, многое отразится в вашей внешности. Вот прям захотите как-то что-то со своей внешностью сделать, как это. Диета хорошо. Привычки, которые, вот есть привычки, которые у вас никак пагубные привычки, но никак не можете, но хотите, именно кто хочет, хотите от них избавиться. Очень чудесный период для этого. Это вы тоже поможете своей внешности, поможете своему организму, избавляясь от каких-то привычек. Так что очень хороший для этого период будет. Дальше что еще? 20 августа Уран, он в ретроградном движении находится, будет проходить по вашему 10-му сектору, по сектору карьеры. И всегда, когда появляется там Уран, это будет уже в конце месяца. Там, где появляется Уран, всегда будут какие-то неожиданности. Неожиданности, взлет карьеры. Или резко меняете какую-то свою карьеру. Или наоборот, вы открываете свою карьеру, начинаете строить. Самостоятельно выходите на какой-то уровень. Либо хорошую сделку делаете. Тоже все, что связано с работой, все, что связано с карьерой, все, что связано с учебой. Великолепно, когда Уран проходит по 10-му сектору, неожиданности. Такие неожиданности, а может быть сами резко куда-то оставляете какую-то, наоборот, работу и уходите в самостоятельное плавание. То, что там, где львов не замечают, там, где со львами не считаются, там, где львов не слышат, вы в такой атмосфере работать категорически не можете. Вообще вы любите работать отдельно, самостоятельно. Вы не любите ни под кем работать. И вами особо управлять, особо льву показывать, как работать, как себя вести, как делать, как выполнять, как то. Вам и не надо. Вы настолько собраны, вы настолько сконцентрированы, что под управлением кем-то вам работать сложно. И вполне, может быть, Уран принесет какие-то изменения здесь. Вы захотите просто на самостоятельно куда-то уйти или освободиться куда-то, или кто-то, кто вас по работе не устраивал, вдруг уходит, покидает вашу работу, либо идет куда-то на повышение, либо идет на пенсию, либо уходит в другой отдел. То есть тоже вот такие внезапные неожиданности могут принести вам вот все, что связано, или учеба. У вас есть учеба, никак не можете какому-то преподавателю сдать какой-то экзамен, то вполне может быть, что этот преподаватель либо уходит на другую кафедру, в другое учебное заведение, либо вообще увольняют его, либо уходит на пенсию, или тут какие-то могут быть произойти всякие разные изменения. Ну вот 22 августа полнолуние. И полнолуние, посмотрите, какой роскошный у вас месяц. Полнолуние в 7-м секторе, в секторе брака, семьи, брака. В 7-м секторе полнолуние. Полнолуние подводишь итог. И вы, конечно, этот итог подведете. Вы и так все прекрасно понимаете, вы и так прекрасно все видите, вы отношения всегда бережете, вы отношениями не бросаетесь, вы в отношениях не категоричны, вы можете уступить, вы можете договориться, вы можете как-то продолжать на эту тему объяснять, если вас что-то, допустим, не устраивает, вы не категоричны, вы продолжаете, вы говорите, вы объясняете, то есть вы отношения свои очень бережете. И, конечно, здесь можно будет и нужно будет подвести определенный итог. И вы его подведете. Вы к этому итогу уже готовы. Вы подошли к чему-то. То, что
вас устраивает или вас не устраивает. Вы практически уже готовы, вам только нужно сделать какие-то итоги подвести, и вы их подведете. Ну вот плюс-минус такой месяц, очень сильный для вас месяц, всегда август для львов сильный, потому что именно самое сильное, что может быть, это ваше солнце, и оно находится дома, на месте. Ни у кого нет такого сильного влияния солнца, даже когда оно находится в первом доме, то есть когда твой день рождения. Все равно никогда солнце так не работает сильно, как оно работает на своих львов, потому что солнце управитель льва. И ваш управитель сильный, всегда вам управитель работает. Даже если проанализировать, посмотрите, август у вас всегда очень сильный месяц. И месяц глобальных перемен. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас уважаю. Спасибо, что не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за поддержку канала. Всем персонально спасибо, кто поддерживает канал. Всех вас уважаю, обнимаю и до следующих встреч.